Ну что за тупость? Приветствую тебя на моем канале, дорогой зритель. Рад, что ты зашел. А перед началом ролика я хотел бы поблагодарить всех, кто ставит лайки, оставляет свои комментарии под видео и подписывается на канал. Для меня это действительно очень важно, ведь только так я могу понять, что мой контент вам действительно интересен. С прелюдиями я закончил, так что открывайте форточки, мы начинаем. А сегодня, как вы уже могли понять из названия ролика, я хотел бы немного подушнить на тему клинка рассекающих демонов, а именно, почему демоны на самом деле не являются злодеями данного тайтла. Итак, начать следует с того, что в целом все события, показанные в клинке, мы видим с точки зрения людей, а именно главного героя тайтла, Камада Танжера. И вполне очевидно, что для него демоны являются естественными антагонистами, существами, покушающимися на его собственную жизнь и отнявшими жизнь у его близких. И здесь будет разумно провести аналогию с любым документальным фильмом о животных. Вы следите на протяжении какого-то времени за, допустим, зайцем. Видите, как он растет, живет своей жизнью, у него появляются свои детеныши и все в таком духе. И тут за этим зайцем начинает гнаться хищник, условный волк. Кому из них вы будете сопереживать больше? Зайцу, чью историю вы знаете и к которому большинство зрителей начинает испытывать некую симпатию? Или волку, для которого убийство этого зайца является необходимым условием выживания? То же самое и с демонами, так как основная история крутится именно вокруг Танжера, мы в большей степени сопереживаем именно ему и той стороне, за которую он сражается – людям. Тем более мы и сами относимся к человеческому виду, благодаря чему чувство эмпатии только усиливается, и мы уже на подсознательном уровне видим в демонах злодеев, истребление которых является благим делом, ведь они представляют прямую угрозу нашему биологическому виду. Или все-таки нет? Как я уже сказал выше, мы следим за историей конкретных персонажей, столкнувшихся с ужасной трагедией, потерей близких от рук демонов. Однако при этом, как можно понять из происходящих в манге и аниме событий, о существовании демонов знает не такое большое количество людей, и в основном это члены относительно небольшой по своим масштабам организации охотников за демонами. О чем это может нам говорить? С демонами сталкивается небольшой процент от общего числа людей, поэтому о них практически никто и не знает. Демоны в представлении неохотников являются скорее персонажами мифов, чем реальной угрозой. К чему же я хочу подвести? К тому, что по факту демоны не несут столь уж серьезную угрозу людям. Большинство из них — это не безумные маньяки-психопаты, убивающие людей по своей прихоти. И это подтверждает тот факт, что сам Мудзан, прародитель демонов, достаточно тщательно следит за тем, чтобы его приспешники не устраивали беспричинную резню, которая могла бы привести к лишним проблемам. Исходя из этого, можно прийти к очевидному выводу, что демоны — это всего лишь другой биологический вид, существующий в мире клинка. У них есть своя четкая иерархия во главе с Мудзаном, который выполняет функции размножения вида путем перекачки своей крови в людей, своя биология, отличающаяся от человеческой, и все в таком духе. И что если я скажу, что существование демонов в мире клинка с биологической точки зрения — это скорее благо, в том числе и для самих людей? Почему человек как вид не претерпевает существенных изменений уже несколько десятков тысяч лет, со времен появления кроманьонцев? Потому что в этом нет необходимости. В реальном мире человек является сверххищником. У него, благодаря самому развитому интеллекту на планете, нет хоть сколько-нибудь серьезных конкурентов в животном мире. Любой другой вид хищников, который попытается вступить в противостояние с человеком за, например, территорию, будет уничтожен. И это лишает наш вид стимула к эволюции, из-за чего ее процесс хоть и идет до сих пор, но в значительной степени замедлился. Кроме того, из-за отсутствия какого-либо животного, способного охотиться на человека, нарушается естественная последовательность биологической цепочки питания в природе. Столкновение с хищниками является в том числе и ограничителем численности вида. И раз человек является сверххищником, ограничивать его численность некому. И поэтому в не таком уж далеком будущем, по прогнозам, человечество вполне может столкнуться с проблемой перенаселения, что угрожает не только нашему виду, но и вообще всей биосфере на планете. Проблема перенаселения, тем не менее, помимо межвидовой борьбы, может решаться борьбой внутривидовой, то есть в контексте человечества – войнами. А войны, особенно с учетом развития нынешних технологий, также могут привести к весьма плачевным последствиям как для планеты, так и для самих людей. И на этой позитивной ноте мы снова возвращаемся от проблем насущных к японским мультикам. Демоны являются идеальным для человека хищником. Их достаточно мало, благодаря чему все человечество не находится под угрозой, и в относительно мирной обстановке может развиваться в культурном и научном плане. Более того, даже в теории демоны не могут уничтожить все человечество, ведь тогда исчезнет источник их размножения, питания и эволюции. При этом демоны все же регулярно охотятся на людей, благодаря чему не только контролируется численность популяции, но и возникают условия для ускоренной эволюции. Так, например, прозрачный мир, меткие истребители демонов и повышенные физические характеристики – все это является следствием эволюционных изменений людей, приспосабливающихся к противостоянию демонам. При таком раскладе демонов вряд ли можно назвать именно что злодеями истории, рассказанной в клинке. Это всего лишь другой биологический вид, представители которого, нападая на людей, всего лишь удовлетворяли свои биологические потребности. И как мне кажется, их существование было даже полезно как для всей биосферы, так и для людей в частности. С такой точки зрения, уже истребители демонов кажутся большими подонками,
подонками. Ведь фактически они занимались геноцидом целого разумного биологического вида, при учете, что демоны серьезной угрозы для всего человечества не представляли. Если смотреть на историю с такой позиции, я мог бы даже согласиться с утверждением Мудзана, что охотники на демонов не более чем психи, помешанные на насилии. Ну а на этом у меня все. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Если он вам понравился, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, ведь так вы не пропустите выход нового ролика и заодно поддержите меня отдачей со своей стороны. Также, так как тема видео является достаточно дискуссионной, приглашаю вас, мои дорогие зрители, в комментарии, где вы можете высказать свое мнение. Мне было бы интересно почитать вашу точку зрения по озвученному видео вопросу. Еще раз спасибо за внимание. Еще увидимся. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.